Добрый день, зрители моего канала. Сегодня мы поговорим о теме, связанной с коронавирусом. Понятно, что тема широко обсуждаема, но сегодня мы поговорим о том, как избежать тяжелых осложнений при этом заболевании. Обойдемся без медицинских терминов, будем использовать просто прямую бытовую логику. На сегодняшний день по исследованиям китайских ученых, по наблюдениям в Италии, в Германии, в России, по всем странам, где есть вирус, известно, что тяжелые осложнения в основном у стариков. У детей их практически нет. Дети переносят это заболевание легко. У людей пожилых высокая смертность, люди старше 70 смертность 8%, у людей старше 80 лет смертность составляет до 15%. Основной проблемой смертности у пожилых является пневмония. Дело в том, что давайте представим себе, в чем могут различаться дети и старики при этом заболевании. Ну, понятно, что это иммунитет. Но иммунитет – сложная концепция, до сих пор она изучается. Попробуем проанализировать поверхностные вещи. Все вы видели бабушек, дедушек, сидящих на скамеечках, и массу детей, которые вокруг них бегают. Внуки, внучки, играют, прыгают. То есть дети очень подвижны, у них очень высокий обмен веществ, и поэтому быстрый и сильный иммунитет. Старики двигаются мало, у них маловато энергии, у них пониженный обмен веществ, и у них же поэтому сниженный иммунитет. Ему нужно больше времени на то, чтобы выработать необходимые антитела к заболеванию. Таким образом, основная задача – это обеспечение энергии организма, в том числе пожилого человека. Откуда ее взять? Энергией организма заведует обмен веществ. Обмен веществ – это определенные химические реакции, которые проходят в теле. Это очень похоже на костер. Больше дров горит ярче и лучше. Но помимо дров нужен еще воздух, а конкретнее кислород, который содержится в воздухе. Происходит процесс окисления, и мы получаем энергию, тепло, свет. В человеческом организме обмен веществ играет примерно такую же роль. Пища – это дрова, а воздух, который мы вдыхаем, это кислород, который окисляет пищу, она как бы сгорает, и мы получаем энергию, необходимую нам для роста, для развития, для жизни и для иммунитета в том числе. Как вы знаете, при недостатке функции легких у стариков лечебным методом является искусственная вентиляция легких, это аппараты, которые заставляют легкие дышать, и добавка кислорода, либо в эти аппараты прямо воздушную смесь, воздушно-кислородная смесь, либо напрямую в кровь. Дело в том, что нарушение функции легких обусловлено очень простой вещью. У детей легкие достаточно объемные, полные, они работают всей поверхностью. У стариков эти легкие уже маленькие. Ну, вот вам пример. Вот так выглядят легкие у ребенка относительно. И вот такой объем остается у стариков и пожилых людей. Естественно, когда возникает пневмония, что такое пневмония? Это жидкость, которая закрывает внутреннюю поверхность легких и не дает им получить кислород из воздуха и выделить углекислый газ наружу. Поэтому даже небольшой воспалительный процесс в малом объеме легких у стариков приводит к тяжелым осложнениям и смерти. Когда пленочка воспалительного эксудата, выделения, закрывает внутреннюю поверхность легких, нарушается процесс своеобразного горения пищи. Энергия не вырабатывается, и человек погибает. И нет времени для того, чтобы дождаться, когда иммунитет выработает необходимые ему антитела. Подавляющее большинство людей не использует свои легкие полностью. Ну, обычно 30%. Дело в том, что при обычном характере физической активности больше и не нужно. Большая часть легких как бы спит. При необходимости догнать уходящий автобус они просыпаются, начинают работать, больше усваивают кислорода, обеспечивают мышцы питанием. Но при заболевании эти спящие части легких не просыпаются, во-первых, а во-вторых, у стариков они очень давно уже не работали, поэтому, естественно, они не включаются в процесс жизнедеятельности при пневмонии. Значит, основная задача – это натренировать легкие, увеличить их функциональные возможности.
В X-XI веке в йоге были описаны упражнения для увеличения функциональных возможностей легких. Подобные же упражнения есть в китайской дыхательной гимнастике цигун. Но если их очистить от мистического налета, от религиозных аспектов, мы получаем вполне себе нормальную, практически работающую методику. Заключается она в следующем. Легкие условно, не анатомически, а функционально можно разделить на три части. Нижняя часть легких, средняя часть легких и верхняя часть легких. Обычно женщины дышат верхней частью легких, да, так называемое верхнее дыхание или грудное. Мужчины чаще дышат нижней частью легких, животом, это брюшное дыхание. Так вот, задача в том, чтобы научиться использовать весь объем легких, что особенно важно для людей пожилых, да, потому что при использовании этих упражнений мы научим легкие раскрываться, увеличивать свой объем. Поэтому и воспалительный процесс, частично заполнивший легкие, не будет мешать газообмену. Для того, чтобы узнать, насколько функциональны ваши легкие, вы можете сделать очень простой тест. Сделайте вдох и задержите дыхание. И с секундомером по часам посмотрите, сколько времени вы можете его задержать. Обычно, если время задержки 30 секунд и меньше, все очень плохо. Функциональные возможности легких очень низкие, и любое бронхолегочное заболевание может привести к осложнениям, к пневмонии и смерти. Если задержка дыхания составит от 40 до 90 секунд, это средний показатель в нашей популяции для людей, не занимающихся спортом. Если время задержки составит более 1,5 минут, 2 минут, 3, это уже очень хорошие показатели. Но для людей, занимающихся специально, это не предел, и задержки есть и по 10-15 минут у ныряльщиков. Но этому нужно специально учиться. Наша задача с помощью упражнений увеличить функциональные возможности легких хотя бы на 50%. Этого уже позволит избежать тяжелых осложнений при вирусной пневмонии. Итак, как выполнять эти упражнения? Нижнее дыхание. Нижнее или брюшное дыхание выполняется с помощью диафрагмы. Диафрагма – это мышечная пластина, которая делит брюшную полость и грудную, отделяет их. Когда мы выдвигаем живот вперед, диафрагма опускается, и нижняя часть легких засасывает воздух. Вот это брюшное дыхание. Делается за счет живота. Второе дыхание – это средней частью легких или реберное дыхание. Делается вот этими ребрами, раздвигая их как бы в стороны. И верхнее дыхание выполняется за счет подъема плеч и ключиц. Когда мы объединяем брюшное, среднее и верхнее дыхание, мы задействуем полностью все легкие. Заставляем их работать на 100%. Выполняется вдох следующим образом. Сначала брюшное дыхание, потом среднее и потом верхнее. Таким образом мы заполняем легкие снизу доверху. Выполнять нужно не торопясь. Обычно 2 секунды на каждый тип дыхания. Итак, вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я чуть утрирую, показывая эти движения, чтобы вы лучше это понимали и видели. Старайтесь делать это не торопясь. В начальном этапе для того, чтобы контролировать правильность выполнения движений, можно использовать руки, которые показывают вам, как движется брюшная стенка, ребра или плечи. Итак, делаем вдох. После вдоха сделайте 5-7 секунд паузу, по своим ощущениям, кому как комфортно, для того, чтобы дать кислороду выйти через легкие в организм. После этого делается выдох. Выдох делается снизу вверх. Сначала втягиваем живот, чтобы освободить нижнюю часть легких, потом сужаем ребра, чтобы сузить среднюю часть, и в конце опускаем плечи, чтобы вытолкнуть воздух из верхней части. Почему в такой последовательности? Когда мы сделали вдох, в нижней части, первая у нас наполнилась воздухом, уже пошел интенсивный газообмен. Пока мы наполнили доверху все легкие, там уже кислород усвоился, выделился углекислый газ. Его нужно в первую очередь и вытолкнуть. В то время, пока воздух будет выходить из нижней части, в верхней части легких произойдет газообмен, кислород усвоится, выделится углекислый газ. И в конце мы вытолкнем его наружу.
После выдоха тоже делается 1-2 секунды пауза по собственным ощущениям. Итак, цикл выглядит следующим образом. Вот утрировано, немножко гиперболизировано для того, чтобы вы видели, как это делается. Руками можно на начальных этапах себе помогать. Затем просто, без рук, выполняться будет так. Вот такой цикл. Таких упражнений нужно сделать 10 раз, каждые 30 минут. Это гарантия того, что за 5-6 дней вы доведете до автоматизма выполнения этого полного дыхания и разовьете функциональные возможности своих легких. Прежде чем начинать тренировать легкие, сделайте упражнение на задержку дыхания. То есть сделали вдох обычный, задержали дыхание и по секундомеру посмотрели, сколько вам нужно времени до следующего вдоха. Через неделю занятий сделайте контроль. Каждую неделю делайте этот контроль и наблюдайте за тем, как увеличивается возможность задержки дыхания ваших обновляющихся, усиливающих свою функцию легких. Обязательно научитесь этому упражнению. Оно поможет не только для борьбы с простудными заболеваниями, заболеваниями бронхолегочной системы. Это поможет, но и при занятиях спортом. Второе. Обязательно научите своих родителей. Это тоже им поможет при борьбе с заболеваниями. И обязательно научите бабушек и дедушек. Даже если с вашей помощью они научатся хотя бы на 5% увеличивать объем своих легких, эти 5% помогут им продержаться в случае тяжелого легочного заболевания. Чем больше они научатся увеличивать объем и функцию легких, тем больше шансов, что тяжелого течения вирусной пневмонии у них не будет. Но и не только вирусной пневмонии, любой другой. Дело в том, что действительно смертность пожилых людей в основном идет на фоне пневмонии различного генеза. Так вот, эта пневмония связана с недостаточной функциональной активностью легких. Развивая, усиливая функцию легких, мы тем самым продлеваем собственную жизнь. Занимайтесь. Здоровья!